Всем привет! Мы с вами находимся в Симферополе, столица Крыма. И сейчас посмотрим, что здесь к чему. Друзья, сейчас мы отправимся с вами в Симферополь, город, в котором прошло, можно сказать, мое детство. Частично у меня из Симферополя мама, у меня там сейчас живет бабушка, и все свое детство летом я жил в Симферополе и гулял в Гагаринском парке. Гагаринский парк — это самый большой парк в Крыму. Он занимал, по-моему, 60 гектар, находится в самом центре. Большой красивый парк. Да? То есть раньше это было такое обычное советское благоустройство, но очень хорошо сделано, потому что это был главный парк города, главный парк столицы Крыма. Вот, там протекало две реки, Малый Салгир и Большой Салгир, которые там соединялись, и там были такой очень крутой ландшафтный дизайн, какие-то камни, какие-то лагуны, лавочки, там посадили ивы. В общем, парк действительно был крутой, даже по сегодняшним меркам. Если бы он остался там в первозданном виде, то он был бы классным. Вот, Шли годы, после развала Союза, до этого парка никому не было дела, он начал разрушаться. Красивые чугунные ограды у реки Салгир, они все падали, либо их воровали, они знали, что с ними делать. Лавочки все тоже растащили, кто-то себе там на даче забрал. То есть парк просто разрушался, там не делалось вообще ничего. То есть я вот приезжал в Крым в 2013 году. И это было, конечно, ужасное зрелище. Он был весь разрушен, там не было целого асфальта, там все было заброшено, выросли какие-то ларьки, еще что-то. Администрация парка, она постепенно раздавала земли, там построили какой-то торговый комплекс, построили какие-то высотные там жилые дома. В общем, откусывали от парка землю, а до самого парка никому не было дела. Парк начали приводить в порядок после 2014 года. Ну, как приводить? Да? Они заменили несколько оград на пластиковые, они поменяли там кое-где асфальт, то есть как-то потихоньку начали там что-то делать, но не особо. И тут пришли федеральные деньги. Да? Пришли федеральные деньги, они нашли деньги на реконструкцию парка. Вот. Но, к сожалению, не нашли мозгов. То есть, как это часто бывает, да, деньги есть, а что с ними делать, мы не знаем. Это как вот папуасам скинуть там iPhone, ноутбук. Да, можно землю им копать, можно орехи колоть. Вот примерно такое отношение в Крыму. Я не знаю конкретно фамилии людей, которые отвечали за проект этого парка, иначе я вам сейчас их здесь показал. Потому что все интервью они сводятся к тому, это кто-то до меня придумал, а мне уже достался этот проект. Я ничего не знаю. Вот. Конечно, первое, что я увидел в этом проекте, это строение, которое они решили в этом парке строить. Там прекрасный какой-то торгово-развлекательный комплекс, какой-то дельфинарий. Мы же знаем, да, что такое дельфинарий. Где дельфинарий, там и кафе. А где кафе, там и магазинчик. А где магазинчик, там и офис небольшой. Вот. Поэтому, конечно, под благими названиями там дельфинарий, крытый каток, торгово-развлекательный центр или еще что-то, да, можно отлично парк застроить. Классно, появятся квадратные метры коммерческой недвижимости. Вот. А по сути вся реконструкция парка свелась к тому, что они взяли асфальтом, залили все дорожки, все тропинки, все аллеи, в общем, все, что там было. Просто взяли все и залили асфальтом. Асфальт там действительно был в парке на основных аллеях. Вот. Но все дорожки, они были грунтовые, так называемое набивное покрытие, когда... вы его, скорее всего, видели, его во всех парках используют, там от Версаля до, я не знаю, там, до Царского Села, Новой Голландии. В общем, вот это грунтовое такое покрытие из гранитной крошки. Оно очень хорошее, потому что, почему в парках используют? Во-первых, оно пропускает влагу, там никогда не бывает луж, оно идеально ровное, и по нему приятно гулять. То есть, когда мы идем в парк, нам неохота идти по асфальту, мы хотим быть ближе к природе, поэтому делать такие дорожки, по которым приятно ходить. Вот. Но в Симферополе решили пойти дальше. Все залили асфальтом, вырубили, было видно, что они используют там тяжелую технику для этого, вырубили все кустарники, вообще все уничтожили. Вы сейчас посмотрите на видео это. Вот. Но основная даже проблема не в этом. Ладно, хрен с вами, залили вы все асфальтом, асфальт на плитку поменять — это не проблема. Основная проблема в том, что люди не понимают, что такое современный парк. Да, такое впечатление, что они жили в какой-то норе, в какой-то пещере, и они вот вылезли из нее, парк делают. Что такое парк? Это 3 фонаря воткнем, там шашлычную, аттракционы, вот и все. Друзья, на дворе 2018 год. Вы съездите, хорошо, ладно, до Москвы, может быть, вам далеко лететь, но вы в Краснодар съездите там, через паромчик, и вон там до Краснодара недалеко. Посмотрите, какой там Сергей Галицкий парк сделал в Краснодаре около стадиона.
Это ж просто фонарь, это Краснодар, это не Москва, это не Нью-Йорк, это Краснодар, это рядом. Ребят, съездите, посмотрите, как может выглядеть современный парк, как делать детские площадки, как делать классное благоустройство, как делать там общественные пространства. Мы живем в 2018 году. Откройте интернет. Посмотрите, как в Питере сделали Новую Голландию. Ладно, ну скажем, съездите в Москве в парк Горького. Ну блин, оторвите свои жопы, вы как-то расширьте свой кругозор. Ну что ж вы какие-то пещерные люди. У вас кроме шашлычной, асфальта и какого-то левого фонаря, которого я не знаю, где вообще эти фонари уродливые достали. У вас вообще в голове есть хоть какие-то идеи, что в парке может быть? В общем, к сожалению, это, ребят, это жопа. Это жопа, у меня руки опускаются. Вот я, когда смотрю это убогое благоустройство на этих людей совершенно некомпетентных, которые как-то дорвались до власти, и сегодня они решают, как будут выглядеть наши города, у которых нет ни образования, ни чувства вкуса, ни чувства меры. Что с ними делать, я не знаю. Я смотрю на этот парк, на котором прошло мое детство. Вот я маленький ходил здесь на колясочке с бабушкой, с братом, я не знаю. Я каждый кустик, каждое дерево в этом парке знаю. И что я вижу сегодня, да? Сегодня я вижу, что они тупо все закатали в асфальт, какие-то просто такое убогое, уродливое, несуразное, некрасивое, неприятное место сделали. Что обидно, это был главный парк полуострова. И вот эти люди сейчас получили федеральное бабло, и вместо того, чтобы лучше, просто украли бы его. Вот украли по карману. Вот мне было бы лучше, потому что когда-нибудь придут компетентные люди, сделают нормально. Но нет, они дорвались до денег, они сделали говно, с этим говном надо будет жить. Грустный пост. К сожалению, грустный пост. Пойдем гулять по парку и посмотрим, что там получилось. Я сейчас иду от своего дома, где я вырос. У меня сейчас здесь живет бабушка. Ну, вырос наполовину. Я на лето, каждое лето в детстве родители меня сюда отвозили. И мы идем смотреть Гагаринский парк. Это парк, где я знаю каждую тропинку. Вот, говорят, его здесь недавно благоустроили, переделали. Интересно посмотреть, вспомнить, что там было, что стало и вообще, как они сделали. Гагаринский парк, один из главных парков города. Это его не главный вход, это вход со стороны Москольца. Вот здесь вообще асфальт пропал. Блин, как грязище везде. Так вот повсюду какая-то адская грязь. Раз уж мы смотрим места моего детства, значит, это важное дерево, шелковица. Я с нее упал и потом, помню, не сломал, но повредил руку. Руку сломал я там, когда упал. А здесь была ветка, вот ее сейчас спилили. И я по этой ветке. Короче, по одной из веток карабкался, и вот прямо сюда я свалился. Была ужасная история. Если честно, какой-то невероятно странный дизайн фонаря. То есть, с одной стороны, там какой-то такой псевдоклассический плафон, но какой-то очень высокий, кривой и непропорциональный столб, какой-то тонкий, плетеный. Где-нибудь такой фонарный столб нашли. Это металлический, но он, короче, очень странный. Вот мне, кстати, интересно, вот кто сейчас смотрит мой канал, напишите в комментариях, вот, вам нравится этот фонарь, как он выглядит? Вы считаете его красивым, изящным или нет? Опять же, обратите внимание, как они кладут асфальт. Они просто заасфальтировали площадь, при этом не сделав ни разуклонки, ничего. Я уже не говорю о том, что нету, никак не продуман отвод воды. То есть, по мнению авторов этого проекта, вот реконструкторов парка, вода должна будет уходить в землю, размывать здесь почву и непонятно куда утекать. Хотя, казалось бы, вы начинаете что-то переделывать, но сделать нормальный отток воды. Здесь река рядом, достаточно же сделать там желобки, продумать ливневую канализацию, и все будет хорошо. Ну нет, они даже не смогли ровно уложить асфальт, о чем свидетельствуют эти прекрасные лужи. А что такое лужа на асфальте? Лужа на асфальте – это где асфальт начнет очень быстро разрушаться, потому что вода – главный враг любой дороги. Вот, казалось бы, в чем проблема поставить красивые лавочки? Тем более в мире существует огромное количество классических лавочек, где даже не надо ничего придумать. Тебе просто возьми нужные пропорции, отлей там, если нужно, детали, и сделай просто хорошие лавочки. Но нет, у него какие-то ужасные пропорции, на ней неудобно сидеть, какая-то слишком высокая спинка. А тут, кстати, хорошо видно, как старые лавочки меняют на новые. То есть, видите, раньше были такие лавочки, это уже такой поздний Советский Союз. Я не могу сказать, что эта лавочка какой-то шедевр дизайна, но просто даже посмотрите, как она была сделана. То есть, вот эта вот лавочка, да, и вот эта вот сегодняшняя. Массивные чугунные опоры. Вот, она была деревянная, сейчас ее, конечно, уже покрасили. Вот с этой лавочкой уже дела обстоят получше, потому что это такая попытка у нас с
скопировать классический дизайн, который был как основная лавочка в этом парке. Но непонятно, почему они поставили здесь. Видите, даже урны такие вот более-менее симпатичные, в отличие от того, что ставят там. Но проблема в том, что вот эту лавочку нужно ставить не здесь, не к этим фонарям, не около этой аллеи. А еще вот, обратите внимание на бордюрчик. Хорошо видно, что пришел какой-то завхоз и сказал, ну а бордюрчик надо сделать черно-белым, как всегда делали дороги. И давайте мы сделаем черно-белый бордюрчик. И они взяли и покрасили бордюрчик черно-белым. Зачем? Никто не знает. Здесь были аттракционы, были советские аттракционы, они, кстати, до сих пор остались. Вот колесо обозрения еще такое оригинальное. Здесь же остались эти советские скульптуры, которые были на газончике. У меня есть фотографии на них. Или должна была быть черепаха. Вот черепаха. А вот черепаха, остатки от черепахи. Потому что у меня есть, я маленький, сижу на этой черепахе. Да. А я на остатках черепахи. А здесь у нас аттракционы. Аттракционы — это большая беда любого парка, потому что они создают, как бы сказать, такую нездоровую атмосферу. Аттракционы могут быть, но с ними нужно очень осторожно работать, потому что от них зачастую вреда больше, чем пользы. Вот вы слышите, там громкая музыка играет. Аттракционы, они выжигают всю активность вокруг себя. То есть из-за того, что там шумно, там часто продают всякие, там, не знаю, алкоголь, там играет музыка, все это громко, становится невозможно гулять на всех прилегающих аллеях, просто неприятно. Плюс ко всему они вот зачастую такие яркие, выбиваются из общего дизайна. И это выглядит, как, знаете, вот есть вокзал, вокруг вокзала такая зона отчуждения. Также вот каждый раз вокруг аттракционов образуется такая зона отчуждения. Если вы помните, когда реконструировали парк Горького, один из лучших парков России, то первым делом, что они сделали, они убрали все эти аттракционы. Что можно делать в парке без аттракционов? Потому что для обычного человека до недавнего времени все занятие в парке сводилось там выпить пивас и покататься на аттракционах. Все, больше в парке делать было нечего. Оказалось, что если сделать классное общественное пространство, сделать хорошие, не знаю, дорожки, аллеи, сделать спортивные площадки, детские площадки, и, то в парке будет чем заняться везде. И любой, кто был в Москве и посещал парк Горького, он знает, насколько живее и активнее стал парк после того, как туда убрали аттракционы, все эти пивнушки. Туда стало приходить там в 10 раз больше народа, а в выходные вообще не протолкнуться, потому что появилось крутое пространство, а крутое пространство может быть вот без всего вот этого ужаса. Так, и вот, собственно, у нас фантазии местных благоустроителей. Здесь у нас будут такие вот безумные аттракционы, но они их даже не стесняются. Все вот это вот списанное китайское говно они сюда привезут. Вот тут у нас так будет сделано озеро. Ну, что, сразу можно сказать, что даже по этим картинкам видно, что люди ни хрена не понимают в том, что делают. Да? То есть неправильно спланированные тротуары, как мы знаем, они еще, просто видите, они бордюры еще не поставили, да, потом они поставят эти бордюры. Как мы знаем, бордюр не может быть выше тротуара, потому что это мешает оттоку воды. Даже здесь они умудрились нарисовать какие-то кривые непонятные лавки с какими-то ужасными урнами, которые стыдно ставить даже у ларька с шаурмой около остановки на окраине города. Они делают один из центральных парков вот так вот. Ну, вот понятно все. Был хороший парк, но до него добрались реконструкторы. Торгово-развлекательно-торговый комплекс. Ну вот все. Да, теперь понятно, в чем смысл этого проекта. Там чем дальше в лес, тем все хуже. Здесь почему-то все раскатали. Я вообще не понимаю, зачем они это делали. То есть, конечно, какие-то гонки на тракторах проходили. Вот это вот еще что такое? Кошмар какой-то. Зачем они все это раскатали? В общем, видите, люди поработали. Так, здесь у нас вот героем границы. Я не знаю, в какой момент его поставили, но раньше его не было. Раньше здесь были классные грунтовые дорожки. Ну, грунтовые в смысле не земля, а ну, такое специальное покрытие твердое. Возьмите Царское село, хорошо. Вот кто в царском стиле гулял? Помните, какие там дорожки и там тропинки? Вот здесь было так же. А теперь здесь, видите, все сделали асфальтом, все перекатали. Набережную сделали плиточку. Да, опять же, все дорожки кое-как сделаны. Здесь ручеек. Раньше был такой маленький аккуратный мост. Вот это озеро. В этом озере раньше купались
мальчишки, но я бы в нем купаться не рискнул. Если честно, какие-то очень странные решения по дорожкам. Во-первых, опять же, не очень понятно, зачем они их все сделали плиткой. Там асфальт, здесь плитка. Почему плитка не везде? Зачем там асфальт? Потом они идут параллельно друг другу. Понятно, что здесь будут постоянно люди переходить от одной дорожки к другой, будут срезать, все вытаптывать. В общем, видно, что все это очень случайно спланировано, довольно глупо сделано, ничего не продумано, плюс ко всему некачественно. Потому что плитка вся кривая. Ну и аттракционы. Аттракционы уже все новые, как это часто бывает. Обычно такие вот провинциальные парки. Какие-то кафе появились. Вот это все по-хорошему надо сносить. Да, парк, конечно, стал ужасным. Скамейки на подиумах из плитки. Кстати, интересно ваше мнение. Вот кто сейчас смотрит кадры, как все это выглядит, вам приятно было бы здесь гулять? Хотели бы вот вы в таком вот парке проводить время или нет? Так, когда мы придем к власти, мы законодательно запретим вот эти вот скульптуры безумные. Более запретим их выставлять в парках. Вот, а слева у нас троллейбусный парк. Троллейбусский парк. В Крыму у нас троллейбус. И, как вы знаете, из Симферополя на троллейбусе можно проехать до Ялты. Там больше 100 километров маршрут. Один из самых крутых. Безумное строительство. И в почине осталось. Раньше вся набережная этого, вот здесь пруд, вся набережная была вывах. Вдоль дорожек раньше все росли розы. Сейчас, конечно, не роз, не ив. Да, к моему большому сожалению, дорожки, они загадили либо плиткой, либо асфальтом, вырубив вообще всю растительность, которая здесь была. Скажите мне, как этот ужасный фонарь мог появиться здесь? Зачем все это асфальтовое поле? Во-первых, видите, все в асфальте. Все дорожки, все в асфальте. Вообще асфальт крайне сомнительный материал, особенно если речь идет о парке, который вы делаете. Понятно, что где-то он может быть, например, на каких-то основных направлениях. Но асфальт, он для пешеходов мало привлекательный. Я понимаю, что это самый дешевый способ, но ходить по асфальту неприятно. Это напоминает, что мы идем с вами просто по какой-то трассе, по дороге. Конечно, ничего хорошего в этих огромных асфальтовых полях, что они сейчас здесь понаделали, нету. Вот. А здесь у нас мемориальный комплекс. Вечный огонь. Сюда всегда приезжают свадьбы. Пятница, суббота, основные свадебные дни. Приезжают свадьбы и возлагают венки, цветы к вечному огню. Вот такая вот аллея. Насколько я знаю, это главный мемориал Великой Отечественной войне в Симферополе. Ну, естественно, здесь раньше все было в цветах. Раньше здесь была система полива. Сейчас она уже давно не работает. Видите, остались вот эти вот такие фонтанчики. Но, насколько я знаю, сейчас они уже не действуют. А их еще было, они же были по всему парку. Вот эта вот система полива, она была по всему парку. А здесь всегда все было засажено цветами. Вот эти вот фонари такие. Вот те лавочки, это все сделано в одном стиле. И вот этот комплекс, он довольно так органично смотрелся. Все соответствовало. Сейчас они взяли, поставили сюда классические массивные лавочки, которые хорошо было поставить вдоль пруда, но явно не сюда. А здесь уже нужно что-то более современное. Большой Салгир, который течет с водохранилища, которое в свою очередь снабжает город водой. Вот здесь видно как раз вот дорожки, которые были оригинальны. Видите, такие были дорожки. То есть частично было такой вот крупной бетонной плиткой. Это все советская еще плитка выложена. А частично были такие вот грунтовые, такое вот покрытие, как делают в парках. И вот это вот совершенно другое, да, ощущение, когда ты вот по таким идешь дорожкам, просто небо и земля с асфальтом. Они, кстати, всегда сухие. Если грамотно сделать дренаж, отвод воды, такое специальное покрытие делают в парках. Вот. И гулять по такой вот дорожке одно удовольствие. Но, как видно, что остались только намеки и следы от всех этих дорожек, потому что никто долгие годы здесь парком не занимался, все развалилось, все исчезло. Ну, сейчас, скорее всего, сюда придут эти реконструкторы и зальют асфальтом. И будет здесь все такие асфальтовые поля. Сейчас выходим с вами на набережную. Набережная Салгира, где, опять же, из-за того, что долгие годы никто не занимался, практически исчезла оригинальная чугунная решетка. То есть она где-то есть,
а где-то уже нету. Вот это вот оригинальная, вот видите, она, вот это все оригинальная чугунная решетка, которая здесь была. Но поскольку этим никто не занимался, много где ее поскидывали в реку. И в некоторых местах, особенно ближе к центру, ее не осталось совсем, а где-то вот она еще есть. В советское время различные средства для регулирования уровня воды, конечно, они уже сейчас не работают. А еще здесь был такой невероятно крутой ландшафт, я не знаю, как это назвать, было благоустройство самой реки, потому что здесь были камни, кустарники, и вот можно было везде здесь спускаться и отдыхать на берегу. У Малого Салгира ограды не осталось совсем. Река вся грязная, никто этим, конечно, не занимался и не занимается сейчас. Все завалено мусором. А раньше было очень красиво. Я думаю, фантазия-то у вас хорошо работает, поэтому представьте, какая красота здесь была раньше. Обычная советская бетонная плитка, которая вымощена здесь дорожкой, насколько лучше она выглядит, чем этот асфальт бездушный, которым сейчас все заливают. И вот эта плитка на советский район лежит. Если качественно уложить, ничего с ней не будет. Да, вот здесь раньше была красота, сейчас здесь такая вот разруха. Да, видите, везде, где была чугунная ограда, сейчас ее начинают менять на пластиковую. То есть это уже какой-то... Да, это пластик. Это обычный пластик. Ну, хорошо, хоть сохранили форму. Я понимаю, сейчас на чугунную у них нету денег, но хорошо, хоть сохранили форму, потому что я боялся, что они возьмут и сделают какую-то, как лавочки. Да, хожу по местам своего детства. Очень необычные ощущения. Да, ну вот, собственно, все видно на видео. Я думаю, вы теперь понимаете, почему я так расстроился. Не очень теперь понятно, что с этим делать. Понятно, что они сейчас скажут, что половину работы не показывают, что работа еще не завершена. Ну, камон, слушайте, все видно, что откуда у вас руки растут. Если то, что вы уже сделали, видно, что дальше ничего хорошего не будет. Вот. Я очень надеюсь, рано или поздно в наших городах появятся люди компетентные, образованные, у которых вообще есть представление о том, что нужно делать. Вот. Ну и парк Симферополя, конечно, придется переделывать. Придется переделывать полностью, потому что то, что с ним делают, это, конечно, позорище. Это позор, который будет стоять сейчас на месте парка. Будет памятник некомпетентности крымских властей. Ставьте лайк, распространяйте видео, друзья. Может быть, удастся отбить другие парки. Может быть, наши города будут лучше, чем они есть сейчас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все комментарии читаю. Всем пока, смотрите, спасибо. Спасибо, что смотрите мой канал. Пока.